Однажды я пришел в систему МВД после армии, был молодым, ведомым романтикой и желанием рисковать парнем, хотел раскрывать преступления и помогать людям. При поступлении на службу я, как и все, давал присягу служить закону и народу, а не какой-то там кучке преступников, захвативших власть, как ошибочно думают многие. Другой присяги я не давал. Конечно, были и ошибки, но я никогда не совершал поступки, которые противоречили бы моим моральным принципам и моим убеждениям. Я никогда не служил этой власти с ее безумцем в Кремле, который ведет страну в полную изоляцию, превращая Россию в очередную Северную Корею. Я никогда не разгонял акции протеста, не занимался политическим сыском и не участвовал в политических репрессиях. Равнять всех под одну гребенку в полиции, конечно же, не стоит. Там есть действительно хорошие, честные люди, которые пришли не воровать, не разгонять мирные протесты, которые пришли не заниматься политическим сыском и не прислуживать власти, а пришли по-настоящему помогать людям и раскрывать преступления, ловить грабителей, насильников, убийц. Конечно, таких сотрудников, честных, там совсем немного, но они все же есть. А сейчас я открою вам небольшой секрет. Большинство сотрудников полиции, именно подавляющее большинство, относятся к действующей власти в России и лично к бункерному деду крайне негативно. Да-да, даже те, кто пришел на службу, будучи почему-то ошибочно уверенным в том, что пришел он служить не народу и закону, а именно власти, относятся к этой самой власти негативно. И это не только рядовые сотрудники. Среди старшего начальствующего состава любителей полить говнецом безумца из Кремля тоже предостаточно. Насчет высшего начальствующего состава, там генералов и прочих, сказать не могу, поскольку не доводилось общаться с этой кастой напрямую. Но что сказать, власть сама делает многое для того, чтобы среди полицейских было как можно больше недовольных ей. Сотрудники прекрасно понимают происходящую вокруг них ситуацию. Они понимают, что в последнее время некоторым из них приходится выполнять несвойственные для них функции. Например, заниматься политическим сыском, выявлять инакомыслящих и так далее. Я знаю, что некоторые сотрудники просто отказываются это делать. Нередко это все остается внутри коллектива, не доходит до руководства управления. Но остальные все же продолжают выполнять поступающие сверху политические, в том числе, приказы. Заниматься политическим сыском, разгонять мирные акции протеста, принимать участие в репрессиях. Ну и оправдания таким сотрудникам, конечно же, нет. Но в истории полиция, которая занималась политическим сыском, однажды уже была, называлась она Гестапо. Помните, чем все это закончилось, да? Всегда есть выбор. Вопрос только в том, на что готов пойти каждый конкретный сотрудник при принятии решения. Например, когда меня судили по административному делу за акцию протеста 23 января, двое сотрудников полиции, которых я знал лично очень хорошо, это начальник ППС и его заместитель, давали на суде против меня заведомо ложные показания, пытаясь обвинить меня в том, что я физически не делал. Я даже не находился в том месте, о котором они говорили. То есть они, по сути, совершали преступление. И ради чего? Ради того, чтобы выполнить заведомо преступный приказ своего руководства в лице начальника полиции и его зама и наказать меня за мою гражданскую позицию. Ради того, чтобы срубить палку. Я до сих пор не понимаю их. Вот у этих сотрудников действительно был простой выбор, но они приняли неправильное, сложное решение. Чтобы поступить правильно, им даже не нужно было напрягаться и усираться, нужно было просто сказать, как было все на самом деле. И от этого ничего бы не изменилось. Но они сделали свой выбор, и оправдания им, конечно же, нет. И не только потому, что они давали ложные показания против меня, а еще и потому, что они сами принимали участие в разгоне мирной протестной акции у нас в городе. После того, как милиция превратилась в полицию, самая большая проблема никуда не исчезла. Она усугубилась и перешла из милиции в полицию, и проблема эта... Нет, не алкоголизм. Проблема – это палочная система. Критерии оценки деятельности МВД построены на количестве палок. И неважно, каких уголовных или административных, палки – это главное, на что смотрят маленькие, средние, большие и очень большие начальники при определении уровня эффективности того или иного подразделения или ведомства МВД. Интересы граждан, так же как и их проблемы, остаются где-то там на последнем месте. Начальству главное отчитаться перед вышестоящим начальником, да так, чтобы
Тот улыбался от радости и не лишал его ближайшей или ежегодной премии. Ну или чтобы, не дай бог, не попросил уйти. Ведь для некоторых не очень честных сотрудников должность в среде старшего начальствующего состава – это не просто должность, которая его привела романтика или желание действительно помогать людям. Это скорее весьма прибыльное место. Это возможность иметь большое влияние в городе, в районе или даже в области. Возьмем в качестве примера бывшего начальника нашего Рыбинского УВД Геннадия Гаврюшина. Еще когда Гена работал в этой должности, его взяли за задницу, по-моему, в 2014 году, когда он якобы собирал дани с местных бизнесменов. Но чувака тогда не то что не посадили, его даже не уволили. Да в отношении него даже дело не возбудили, ему тупо дали уйти на пенсию. Что потом? А потом, после недолгих скитаний, Гена устроился на водоканал большим начальником, где и был примерно месяц назад задержан за крупную взятку. В общем, Гена оказался ненасытным, за что теперь и сидит в СИЗО. Ну, конечно, там суд будет решать, виновен он или нет, но все же. И таких Ген еще достаточно, даже у нас в Рыбинске. Просто кто-то из начальства пилит деньги, выделяемые на окна, двери или на линолеум для ОВД, либо вместе с окнами для ОВД вставляет окна на своей даче за счет ОВД. Кто-то крышует свой собственный магазинный бизнес, используя высокий пост начальника полиции. Ну, а все вместе они, такие вот Гены, с огромным удовольствием распиливают выделяемые на управление ежегодные премии. В итоге премии у руководства и у простых сотрудников могут различаться в десятки раз. Однажды ребята пожаловались в Москву, в управление по противодействию коррупции, на возможный распил премии руководством. Что произошло с жалобой, это, конечно же, смех. Ее передали по месту возможного совершения правонарушения, то есть у МВД по Ярославской области. Ну, практически тем, на кого эта жалоба и была написана. Конечно же, никто ничего не выявил, но генерал из области приехал и предложил тем, кому что-то не нравится, уволиться. Но на этом все и закончилось. Обычная российская практика: не нравится — вали отсюда нахрен. Вот так в МВД борются с коррупцией. Ну да ладно, давайте про палочную систему поговорим теперь. Так, например, в нашем славном городе Рыбинске каждый сотрудник уголовного розыска должен раскрывать в месяц не менее 3 преступлений. Каждый участковый не менее 1 преступления в месяц, и неважно, какой уровень преступности в целом по городу в определенный момент времени. Пусть даже преступление вообще не совершается, но, как говорит руководство, хоть из пальца высасывай. Вот и бегают сотрудники и собирают все, что есть. Кто-то за эти палки рвет в жопу и всячески пытается понравиться начальству, натягивая, например, пограничные составы на преступления, собирая и раскрывая так называемые колбасные преступления. А кто-то работает как положено, качественно, не обращая внимания на количество палок и на безумных начальников, но делая качественную работу, которая в итоге приносит людям пользу. Но таких сотрудников, как правило, начальство терроризирует всячески. Начальству нужны палки. О следственном управлении говорить особо не буду, поскольку оно тупо превратилось в орган по фиксированию и в принтер, который только и делает, что печатает поручения и рассылает их по разным службам. Вот и все. Самое смешное, что на итоговых подведениях, когда идет большой подсчет палок всех сортов, есть такое понятие, как аналогичный период прошлого года, или АППГ. То есть количество, например, раскрытых преступлений за аналогичный период прошлого года. Так вот, эта цифра АППГ, по мнению руководства, в идеале должна быть меньше текущей. Ну, то есть количество, к примеру, раскрытых преступлений в этом году должно быть всегда больше, чем количество раскрытых преступлений в прошлом году. Если получается меньше, то крики, визги, сопли, угрозы. На объективные причины снижения, как правило, руководство не смотрит. Им на это насрать. Но где же оценка качества работы, выражаемая в отношении к полиции и к ее работе простых граждан, которым полиция и должна служить по закону? А ее попросту нет. Если некоторые рядовые сотрудники, работая напрямую с людьми, еще хоть как-то думают о них, то руководству на граждан по большей части наплевать. О чем говорить, когда система МВД в целом делит всех граждан на 2 категории. Это жулики и терпилы. Ну а где-то между ними там бегают свидетели. Так, видимо, проще подсчитывать палочную статистику, да и ума для этого много не требуется. В общем, если ты не жулик, значит ты терпила. Третьего практически не дано.
Неправильный критерий оценки деятельности полиции порождает палочную систему. Палочная система негативно отражается на качестве работы МВД. Она скорее создает больше проблем гражданам, чем приносит пользы. Тот же начальник, например, УВД, либо начальник полиции особо не заботятся о том, как о нем думают граждане. Им важнее то, как о них думают вышестоящее руководство. В итоге им важнее предоставить наверх более красивую отчетность, чем реально помочь людям. Отсюда, например, и необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел и перекидывание материалов из одного органа внутренних дел в другой, когда речь идет о темнухах, а все ради того, чтобы не портить статистику раскрываемости. Бывали времена, когда начальники просто шарахались от темных материалов и не хотели подписывать постановление о передаче по подследственности, дабы не возбуждать темнухи. И это все издержки палочной системы. Люди пишут заявления в надежде на то, что по ним будет проведена необходимая работа в рамках уголовных дел. А вместо этого заявления, если они темные, стараются превратить в отказные материалы, чтобы максимально отсрочить возбуждение уголовного дела, если оно в перспективе получается темным. Статистика – вещь упрямая. Да о чем говорить, у нас все государство построено на палочной системе, на палках. Видимо, советские привычки так быстро не проходят. Имидж получается ничто. Палки – все. Большой объем бумажной работы также вносит свой негативный вклад в деятельность МВД. Каждый сотрудник, помимо того, что должен раскрывать определенное количество преступлений в месяц, должен еще и заниматься бумажной работой, которая также построена на палках. В итоге у сотрудников не хватает времени ни на работу на земле, ни на работу нормальную с документами, отчего снижается качество и того, и другого. Это приводит к тому, что многие пишут документы, неважно, по материалам, по делам, по проверкам, не выходя из кабинета. Они знают, что если рапорт не будет написан вовремя, то получат по заднице. Работать в МВД с такими убеждениями, как, например, у меня, становится с каждым годом все сложнее. Система становится все более и более репрессивной и политически заточенной, разворачивается в сторону репрессий, отворачиваясь при этом от граждан окончательно. Сейчас, даже в таком небольшом городе, как наш, полиция начинает все активнее и активнее заниматься борьбой с инакомыслием, чего до этого здесь никогда не было. И я это вижу в связи с событиями вокруг последних акций протеста. За годы своего правления Путин превратил МВД в очередной инструмент, необходимый для удержания власти, и больше ничего. Никак не решив при этом проблему палочной системы, а только модернизировав и усугубив ее. И никаких перспектив позитивного развития МВД не наблюдается. В целом МВД – это, конечно же, гнилая и репрессивная система, которая не создана для граждан. Как и любая система, она состоит из множества винтиков. Но, как я говорил ранее, и в этой системе есть винтики с обратной резьбой. Сотрудников, которые начинают понимать, что власть использует систему как дубину против политических оппонентов, становится, по моему мнению, только больше. По сути, это карточный домик. И в один прекрасный момент этот домик развалится и накроет собой тех, кто 20 лет превращал эту систему в репрессивный аппарат. В аппарат, необходимый для удержания власти. И тогда царь во дворце снова превратится в моль, а его прислуга разбежится как тараканы. У меня на сегодня все. Делитесь этим видео, оценивайте его и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.